Рэйчел родила рано утром в одной из частных клиник Чикаго. Ее роды прошли тяжело: экстренное кесарево, потеря крови, слабость, смешанная с облегчением. Она впервые держала на руках сына, которого вынашивала 9 месяцев, несмотря на стресс, тревогу и равнодушие мужа. Эндрю стал отдаляться от нее с момента, как узнал о беременности. Пропадал на работе, не отвечал на звонки, возвращался поздно и холодно. Рэйчел все это замечала, но не устраивала сцен. Она пыталась сохранить брак, верила, что появление ребенка все изменит. Но все оказалось иначе. Через несколько часов после родов в палату вошел Эндрю, не один. Рядом с ним стояла женщина в облегающем платье, с сияющей улыбкой и взглядом, полным торжества. В руках у Эндрю была тонкая папка, в ней бракоразводные документы. Все уже было оформлено, не хватало только подписи Рэйчел. Она смотрела на них спокойно, слишком устала, чтобы устраивать сцену, слишком ранена, чтобы просить объяснений. Он говорил, она молчала. Потом он ушел, довольный, уверенный, что все под контролем. Но он не знал главного. Рэйчел подписала бумаги спокойно и быстро, а затем начала действовать. За время беременности она успела многое понять. Она знала о его счетах, о фирме, записанной на ее имя для налоговых схем. Знала, кому и когда он отправлял деньги, на чьи фамилии оформлял недвижимость, как скрывал доходы. Все это она собирала тихо, методично, копируя документы, записывая разговоры, сохраняя электронные письма. Он считал ее наивной, и это было ее лучшим прикрытием. Через 3 недели после выписки она подала иск не только о разделе имущества, но и о мошенничестве, обмане и уклонении от налогов. Она передала данные своему адвокату, а затем в налоговую службу и прокуратуру. Бывшие партнеры Эндрю отказались от него сразу же, как только всплыли первые детали. В течение месяцев шло расследование, а Рэйчел тем временем восстанавливалась и начинала новую жизнь. Суд не только аннулировал бракоразводное соглашение, но и передал ей большую часть активов – дом, машину, счета. Эндрю лишился бизнеса, репутации и доверия. Его новая возлюбленная исчезла так же быстро, как появилась, оставив его с долгами и запретами на выезд из страны. Рэйчел же стала символом тихой, умной мести, той, что не требует криков, а лишь точного расчета. Она не сломалась, она выстояла, и в итоге доказала, настоящая сила не в мести как таковой, а в умении восстановиться и победить без шума. Ее поступок не ожидал никто, особенно он. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.